Всем привет! Я хочу сделать небольшой обзор комнатных растений, которые живут у меня. О некоторых своих растениях я уже рассказывала. Об остальных растениях обязательно еще расскажу. Возможно, кто-то тоже захочет иметь такое комнатное растение у себя в коллекции. Условия, в которых растут мои растения, грунт и полив – это исключительно мой опыт. И я надеюсь, что информация будет интересной и полезной. Большая часть моих растений расположена на стеллажах с подсветкой. И коллекция в основном состоит из растений, которым не нужны особые условия содержания и температурный режим. И да, растения являются неотъемлемой частью моей жизни. Но чтобы не стать обузой или уход за растениями не стал ежедневной и еженедельной обязанностью, я старалась максимально упростить условия содержания. И чтобы и мне, и растениям было комфортно вместе. Поэтому у каждого растения есть свое место. Посажены в красивые и удобные кашпо. Использую фитильный полив или гидропонику. Моя большая любовь – это филодендроны. Здесь маленький Малай Голд и Биркин. Имею опыт выращивания хой. Гибискус. У меня их 8 сортов. Все они сейчас в обрезанном состоянии. Активно обрастают новыми веточками. Монстера альба. Филодендроны Бурли Макс Сиппинг Принцесс. Такой пышный кустик антури ума был подарен мне 3 месяца назад и все это время продолжает радовать своим цветением. Кодиум. Монстера. Это мои красавицы. И небольшая плантация вот такой чудесной зеленушки, которая тоже растет в безземельном грунте и на фитильном поливе. В дальнем углу толстянка и нематантус. Продолжая историю филодендронов, это White Princess, и рядышком стоит мой взрослый и шикарный Биркин. Камелия пока остается для меня непростым растением. И появление маленьких бутончиков – это признак того, что у нас обязательно получится подружиться. Также на этой полочке разместилась вариегатная шифлера. Фикус билис. Фикус склерата бамбина. Обрезанный филодендрон Silver Queen. Филодендрон билитая. Малай Голд. Red Sun с красивыми молоденькими листочками. Хасебуона поражает своей вариегатностью. И мой огородик рождественников. Они тоже посажены в циолит и находятся на фитильном поливе. Благодаря такой посадке я не знаю, что такое грибы и мошки и закисание грунта. Орхидные являются для меня новыми растениями и большим открытием. Мне удалось собрать небольшую коллекцию, и, как оказалось, это совсем непросто. Пришлось заказывать растения с Таиланда и Нидерланд. И мне кажется, что мы с ними подружимся. Сейчас у меня растут брассия и зигопиталум, камбрия и эпидендрум, цимбидиум и ванда и дендробиумы.
Это филодендрон Pink Princess Marble, укорененный черенок Aeschinanthus stificus, Scindapsus pictus argyreus и Epipremnum happy leaf. Укорененные черенки нематантуса уже образовали пышный кустик. Также рипсалис и хоя и, конечно же, сингониумы. У меня 30 сортов сингониумов, и насколько же они все разные и одинаково красивые. Каждый листик – это шедевр. Разнообразие форм и окраса. На этой полочке у меня разместились маленькие хоя. Наконец-то я позволила себе оторваться и решила больше не откладывать на потом покупку хой. И собрала сорта, которые я хотела. На данный момент это еще совсем крошечные растения, и о результатах пока говорить рано. Пока мы наращиваем корневую систему и ждем появления новых листиков. Антхуриум, этих растений у меня немного, но все они разные и очень красивые. Я не подписывала названия сортов и просто любуюсь их цветением. Мне очень нравятся эти растения за их красивые какие-то нереальные цветочки. Яркие и насыщенные цветы и абсолютную неприхотливость. Также на этой полочке живет циткас и монстера. Фикус бенджамина и фикус белис, клеродендрум госпожи Томпсон-Никаллы. Это, конечно же, не все мои комнатные растения, но я надеюсь, что обзор получился интересным. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.